Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный, бюджетный, недорогой торт арахис в шоколаде. Торт будем готовить ручным миксером, без сливок, без использования сыра, без желатина. Получается с первого раза из очень простых ингредиентов. Сперва приготовим бисквит. Сначала приготовим сухие ингредиенты. 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 10 грамм разрыхлителя я сейчас перемешиваю и отставляю пока в сторону. 4 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы комнатной температуры, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. Все это взбиваю сейчас до такой пышной пены и добавляю туда 180 грамм сахара. Яичную смесь я взбивала примерно 4 минуты. Добавляю туда 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю до однородности. Просеиваю туда всю сухую смесь. И также сейчас миксером просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. Бисквит буду сейчас выпекать при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 40 минут в моей духовке. Все будет зависеть от мощности вашей духовки. Итак, здесь у меня форма 21 сантиметр в диаметре. Эту форму я выставила на 21 сантиметр, от 20 до 22 сантиметров в диаметре. Вот эти ингредиенты подходят. Итак, бисквит испекся. Проверяем его деревянной шпажкой на готовность. Она выходит сухая и чистая. И даем ему полностью остыть. 350 миллилитров молока доводим до кипения. Здесь у меня 100 грамм сахара. 8 грамм ванильного сахара добавляем туда, 35 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваем. 150 миллилитров холодного молока. 2 яйца среднего размера, весом без скорлупы, яйца и на бисквит, и на крем примерно по 50 грамм. Все это перемешала, иду сейчас на плиту, в горячее молоко, очень аккуратно, помешивая в центре ковшика, вливаю всю яичную смесь. Сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу эту смесь на умеренном огне до кипения. Как только пойдут вот такие характерные первые пузыри, провариваю примерно еще 20 секунд и снимаю с огня. Переливаю сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать, эта смесь. Ей нужно дать остыть до комнатной температуры. Сейчас приготовим крем. Здесь у меня 200 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю примерно 2-3 минуты до побеления и пышности. Масло должно быть не менее 25 градусов Цельсия, чтобы быстрее взбился крем. Здесь у меня 400 грамм карамелизированного сгущенного молока с сахаром. Можете также 380 брать, то есть обычной вареной сгущенки. Можете брать любой карамельный соус в этом количестве. Либо же домашнюю карамель также можно использовать, кому это захочется сделать. 5 минут примерно я взбиваю всю эту массу. Она сначала будет жидкой, потом вот так вот отслоится, произойдет эмульсия, но нужно взбивать дальше. И в итоге у нас получится очень пышный, устойчивый, красивый и необыкновенно вкусный крем. Перемешиваем все лопаткой со дна, с боков миски и еще раз прорабатываем миксером обязательно, чтобы все это у нас объединилось. Подробное видео по данному крему есть на моем канале. Можете пройти по ссылке, я вам ее оставлю в описании к данному видео. Итак, крем готов. Отставляем его пока в сторону, и сразу же его можно использовать в работе. Видите, какой он устойчивый должен получиться.
Бисквит у меня остыл полностью до комнатной температуры. Я его теперь извлекаю из формы. Очень красивое дно у него получается. То есть бисквит абсолютно не проблемный. Он сразу же готовится, сразу же его можно нарезать. Он не требует отдыха здесь. Я его нарезаю сейчас на 3 коржа. И также у меня останется шапочка от бисквита, которой я украшу потом боковину торта. Этот бисквит очень удачный, его можно кушать так же, как самостоятельный десерт. В данном торте он требует пропитки, потому что начинки здесь с масляной основой также. Убираю сейчас эту шапочку, потом я ее измельчу уже в измельчителе. Можно также руками измельчить. Итак, начинаю сборку торта. Пропитываю я здесь обычной охлажденной кипяченой водой. Можете также и сахарным сиропом пропитывать, но будет очень сладко, поэтому я не беру сахарный сироп. Какао с молоком можно пропитывать, сиропом на сгущенном молоке, все, что вам нравится. Перекладываю сейчас крем на вареной сгущенке в кондитерский мешок. Нанесла маленькое буквально количество этого крема на сам корж. И сейчас делаю вот такие борозды из этого крема. То есть крем должен быть вот таким устойчивым, чтобы эти борозды хорошо держали форму. Заварная основа остыла у меня здесь до комнатной температуры, именно не до холодного состояния, просто чтобы ее удобнее было наносить уже из кондитерского мешка на корж. Можете и в холодильнике ее оставить, просто удобнее работать, когда она не совсем холодная. Заполняю пространство между этими бороздами, и делается это очень просто и очень быстро. Вот такой способ именно приготовления начинки в данном торте, он связывает очень хорошо все эти вкусы. Выкладываю следующий корж, также пропитываю его и таким образом собираю весь тортик. Торт этот готовится абсолютно несложно, с ним справится даже новичок. То есть ингредиенты все очень доступные здесь. Меня очень многие просят постоянно в комментариях, чтобы я показывала на моем канале как можно больше бюджетных рецептов. Вот это один из них. Конечно же, на моем канале есть и эксклюзивные рецепты, и рецепты из дорогостоящих продуктов. То есть на любой выбор есть рецепты, найдете рецепты на моем канале. Делаю вот такие борозды также из крема на вареной сгущенке и внутри заполнила все пудинговой основой. Накрываем тем коржом, который был у нас дном при выпекании, он самый ровный, и пропитываем его, не забываем. Сейчас этот торт я уберу в холодильник хотя бы на 3 часа. Лучше его убрать на ночь, чтобы все вкусы очень хорошо объединились и тортик пропитался. Бисквит этот очень неприхотливый. Он очень хорошо себя ведет в начинке и в то же время собой он не забивает вкусы вот этих кремов, заварных основ и так далее. Убираю сейчас в холодильник. Постоял у нас торт в холодильнике, готовим глазурь. 150 мл горячего молока, 200 грамм темного шоколада, у меня 56% какао здесь в данном случае, и 50 грамм сливочного масла. Все это перемешали до однородности. Получается вот такая красивая глазурь. Вы можете также использовать и молочный шоколад, но не менее чем 40% какао здесь нужно брать. Молочный, если у вас будет шоколад. То есть здесь все на ваше усмотрение. 200 грамм обжаренного несоленого арахиса я высыпаю на торт. И все это обильно поливаю этой глазурью. Вы можете взять меньше этой глазури, но тогда и арахиса берите в 2 раза меньше, иначе эта глазурь просто не покроет у вас арахис, и такого явно выраженного орехового вкуса уже у торта не будет. Здесь вот именно это важно. Убираю в холодильник где-то на час, чтобы глазурь хорошо схватилась. Измельчаю остаточки шапочки от бисквита уже в измельчителе. И сейчас я ими буду покрывать боковину торта. Можно этого не делать, если вы хотите кремом каким-то украсить этот торт. Это все, пожалуйста, можно делать. Здесь очень важный момент. Арахис нужно брать обязательно не соленый. То есть его можете купить уже такой готовый, он продается, не соленый обжаренный арахис. Либо же обжаривать его на сковороде можно или в духовке. Здесь также можно использовать и фундук, и грецкий орех,
и также миндаль, у кого будет желание. Но с арахисом тоже получается необыкновенно вкусный торт. По вкусу это ни в коем случае не торт Сникерс, то есть это абсолютно другой вкус, сразу я хочу сказать. Несколько вариантов торта Сникерс есть уже на моем канале, начиная от самых бюджетных и кончая сложными с прослойкой безе, то есть все это найдете в плейлисте рецепты тортов. Торт получается необыкновенно мягким и сочным на вкус. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.